Привет, это Foodstorm и я Антон Романов. Куриный бульон у нас в студии. Итак, первое, с чего начинаем? Это выбор части курицы для бульона. Я взял крылья. Когда вы готовите куриные крылышки барбекю или просто запекаете, всегда отрезайте вот эту третью фалангу и замораживайте. Когда у вас накопится много таких фаланг, вы приготовите прекрасный куриный бульон. Для куриного бульона также отлично идет каркас от курицы, позвоночник, межгрудные кости и просто куриные кости. Когда кости с мясом и кожей, бульон получается более жирным, но вкус сильно не меняется, так как в костях больше вкуса. Первым в холодную воду отправляется курица. Напоминаю, когда закидываем продукт в холодную воду, он отдает больше вкуса, чем когда в кипящую. А теперь поехали с пряностями. Лук, лавровый лист, морковь, перец горошком немного даем, он так отдаст более пряный вкус. Лимон. Его надо держать в горячей воде не более 20 минут, а то горечь от лимонной кожуры начнет выходить наружу и испортит весь бульон. Чеснок. Мне просто нравится резать полностью вдоль, при том, что именно он придает оттенок мясного вкуса. И если вы по каким-то причинам не кушаете или не можете кушать мясо, используйте чеснок. Далее, фенхель. Вместо него можно взять сельдерей или его корень и петрухан. Ставим на огонь. Немного теории, ребят, я вижу, она вам нравится. Если мы доводим бульон до кипения и варим на высоких температурах так, что он булькает, то часть жира эмульгируется в бульон и немного меняет его вкус не в лучшую сторону. Также он получается мутным, а не кристально чистым, из-за эмульсии с жиром и протеином, который поднимается на поверхность бульона. Именно эта пенка и есть белок, точнее одно из соединений белка. Ничего страшного не будет, если мы его оставим, но повторюсь, бульон получится мутным. Я же собрал пенку и влил 1 стакан холодной воды, чтобы остановить кипение. Стараемся варить на температуре 90 градусов 3 часа. Вот такой он после 3 часов. Как видите, лимона нет, я его достал через 20 минут. Отдельно вытаскиваем крылья, цедим через сито или даже лучше марлю. Снимаем пробу. Он офигительный. Конечно, есть техники приготовления бульона, где предварительно запекаются кости, но об этом в следующий раз. А так, если было полезно, то советую поставить лайк и заняться своим бульоном. Это был Foodstorm и я Антон Романов. Пока!